Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 января. И мы решили выползти из своей берлоги под названием «Квартира» и дойти до центра Тулы, посмотреть, как она украшена, ну и вообще, где народ и что он делает. Да, правда, март продолжается, то есть слякоть продолжается. Она подмороженная, поэтому получается на улицах настоящий каток. Идешь, а ноги разъезжаются. Да, где-то лужа, где-то вода, где-то слякоть, а где-то каток. Так что поехали. А вообще, дорогие друзья, вот как-то грустноватенько. Серенько, Да. мокренько, как Да. в фильме, помните, была сказка? Там это, сыренько, Мокренько, мокренько. гаденько. Ну что, дорогие друзья, вы знаете, вообще как-то Новый год, как будто нас с ним обманули. Вроде он как бы наступил, И вроде как бы вот, а был ли сам Новый год? получается, погода какая-то весенне-осенняя, то ли до Нового года еще долго, а до него теперь точно долго. Ну, в общем, где-то как-то салаты были, оливье было, икра была, а вот Нового года как-то мы и не заметили. Ну, Ну, просто, скажем так, из-за того, что обычно в новогоднюю ночь, по крайней мере, у нас во дворе, всегда очень много гремит салютов, петард взрывают, крики какие-то, хохот всегда слышно. А здесь, ну, тишина. Просто тишина была. да, с фейерверком нас тоже как-то, знаете, он куда-то запустился в облака, мы его практически не увидели, мы его слышали. Ну, вы видели в нашем видео. Ну вот, идем мы по улице, такое ощущение, что только мы улыбаемся. Вот, остальные какие-то люди грустные. Но сейчас пойдем на центральную площадь, где там вроде бы елка и все, веселье, все основное. Ну и посмотрим, есть ли там новогоднее настроение, или оно только у нас. Ну что, вышли мы практически на финишную прямую. Дошли до нашей пешеходной улицы а-ля Арбат. Да, здесь народу уже гораздо больше. Вот, сейчас посмотрим, какие там кафешки работают. Мы что, как говорили, что в связи с пандемией никаких вот ни кафешек, никаких палаточек с едой, с напитками, ничего работать не должно. Ну что, кафешки вроде работают, в которых и магазинчики работают. И народу становится все больше и больше. Ура! Новогоднее это настроение где-то есть. Здравствуйте. А, вы от этого ресторанчика, да? Отлично, даже напитки есть. Ой, глинтвейн. Алкогольный, безалкогольный? Безалкогольный пряный чай есть. Слушай, может глинтвейн? А у вас карты можно здесь? А, вижу терминал. Слушайте, прям вы отлично Нас сделали. пугали, что здесь может ничего не работать, а через каждые 100 метров горячее предложение. И вот отель. Здесь же открылась пряничная. Музей чаепития. Этого не было, когда мы здесь были осенью. А также магазин самоваров. О, вина из Италии. Не за рулем. Ну что, они молодцы. Прям очень-очень здорово. Ну, а мы взяли глинтвейн там, где первый показали. Вон мамочка несет. Очень вкусный глинтвейн. По 200 рублей. Прям
очень позитивные. Мальчик нам налил, дал попробовать, что огромнейшее спасибо. Поэтому прям очень-очень приятненько. А вот этот вот дом, он, когда мы осенью здесь ходили, прогуливались, он был на реставрации. Вот сейчас его отреставрировали, вообще шикарно. Ну, на самом деле здесь становится все приличнее, приятнее и уютнее. Я так думаю, что когда здесь откроются все кафешки на первых этажах, когда заработают все здесь всякие магазинчики, здесь будет очень здорово. Ну что, дорогие друзья, мы сделали с Рыжулей Рыжуля с двумя глинтвейнами из 2 трубочек. Мы сделали с Рыжулей вывод, что гостям города Тулы в принципе есть и где погулять, И где посидеть. и где в кафешечке посидеть, и по улице с горячим напитком походить. Везде есть палаточки. Так что, дорогие друзья, welcome! В общем, дошли мы до елки. Как видите, здесь тоже есть палатки. Людей здесь очень много. Лично мы нацепили маски, скажу честно. Хотя, как видите... О, хот-дог есть. О, надо будет сожракать. Ну-ка, цены. Как обычно, смотрим с вами цены. Что нам здесь предлагают. Неплохо так. В принципе, можно. А здесь же работает каток. Но каток работает, если не изменяет память, также по записи. То есть, по записи, вот очередь по билетам. ну, билет это должен был заранее купить. Там, по-моему, нельзя заходить больше людей, чем разрешено. Но поэтому и народ много, что там ждут, видишь, их не Очереди. пропускают. Ну, в общем, катаются. Опять тоже кофе, хот-доги. В общем, голодными вы явно здесь не останетесь, друзья. Это 100%. Но вот единственное, даже сейчас, как видите, людей достаточно Даже Дед Мороз много. со Снегуркой вон не есть, ура! Дед Мороз со Снегуркой, все, Новый год пришел, Дед Мороз есть со Снегуркой. Вот. А если прямо дальше по проспекту, то там очень много всяких ресторанчиков и кафешек, где вы можете потом спокойно посидеть и отдохнуть. Также в гостином дворе тоже на верхних этажах есть ресторанчики, где можно спокойно посидеть и перекусить. Но это наша площадь, наш Белый дом и наша елочка конусообразная. Вот сколько я помню. Дед Мороз, да. Видели кальяна. Вот здесь, в самом центре, есть кальянная, где можно и покурить, и выпить, и закусить. Ну, вот
И куда же мы без еды? Выпить мы выпили, а сейчас будем кушать хот-доги. Это наши хот-доги готовятся. В ожидании хот-дога. Саша, пробуй. Одну секунду. Вкусно, бери. Мы так хорошо прогулялись, что нагуляли себе аппетит. Очень даже вкусненько покушали. В общем-то, вы знаете, вредная пища, она иногда хороша. Потому что она ест с таким аппетитом. Вот, те, кто кушает, и вам приятного аппетита, и тебе, Рыжуля. Вот еще, кстати, тоже здесь было все перекрыто. Открылся кафе «Кофе Культ». И если дальше пройти, вы заметили, что открылся новый отельчик. Тульский левша. А, Тульский левша отель. Вообще просто. Тоже Здесь так такое тихо, хорошо. в центре. Уже на небольшое количество номеров. Тихий такой отельчик. Вот. Отлично. Да. А прям вот там вот Пройти, там будет да, пешеходная проход между улица. домами, там как раз пешеходная вот эта улица и кофе Культ. Ну что, прям вот преображается наша Тула. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня нафоткались, нагулялись. Мы увидели, что новогоднее настроение в Туле есть, что красивые места в Туле есть, что Есть где welcome. выпить, есть где закусить. Все отлично. Народ гуляет, народ счастливый. Никакая пандемия им просто ни к чему. Да, ну на самом деле здесь и в масках, и без масок, ну это улица, вот, здесь все очень-очень аутентично, красиво, поэтому у вас у всех есть еще время, чтобы приехать в Тулу и увидеть, как здесь красиво. Ну, скажем так, если вам нечем заняться дома, и вам надоело есть салат оливье, приезжайте в Тулу, погуляйте, хотя бы на 1-2 дня, вам здесь понравится. Вот, а мы с вами на сегодня прощаемся. Мы вам всем желаем огромнейшего здоровья, богатырского. Хорошего настроения. И вы знаете, что хорошее настроение мы создаем всегда себе Сами. сами.